Как Нигер Калфе получилось завоевать сердце Ибрагима Паши. Сегодня поговорим о том, как Нигер удалось очаровать Ибрагима Пашу. Сама по себе Нигер Калфа очень противоречивый персонаж. Очень странно ее нам показали сценаристы. Сначала Калфа отличалась своим умом и хитростью. Она смогла дать дельный совет Хюррем Султан, которая, воспользовавшись ее советами, смогла завоевать сердце Сулеймана и удержаться на верхушке власти. Сюмбюль-ага тоже не один раз упоминал о хитрости Нигер. Он восхищался, как ловко Калфа уходит от конфликтов Хюррем и Махидевран. Но почему у Нигер не хватило ума помочь себе? Почему она так печально закончила свой век? Нигер буквально танцевала на граблях. Как из такой хитрой, дальновидной женщины со временем стала появляться глупая и недалекая безумица. Не думай, что люди могут так кардинально измениться и отупеть. Сценаристы потеряли ту ниточку, которая гармонично строила образ героини Нигер Калфы. Чего хотела изначально добиться Нигер? Конечно же, любви и счастливой жизни. Вот только то, что она себе придумала в голове, никак не клеилось с реальностью, а так хотелось бы. Есть предположение, что женщина хотела добиться примерно того же успеха, как и Хюррем. Но султан был занят Хюррем, и понятное дело, что попасть к Сулейману у Калфы не получится. Поэтому она фокус своего внимания направила на лучшего друга Сулеймана. Он второй человек в империи после султана, и с ним хоть на чуть-чуть можно было бы примерить образ султанши. Она себя так и вела, как наложница с султаном. Нигер не называла имя Ибрагима, она всегда подчеркивала его высокий статус в империи. Это очень нравилось Ибрагиму, а как мы знаем, у Паши был комплекс с его истинным происхождением. Хатидже подливала масло в огонь, и можно было бы представить, как Паша уставал от династии османов, которым он должен служить и всегда помнить свое место преданного раба. Нигер все время пыталась поразить Ибрагима своей нежностью, красотой и своей покорностью. Мужчина чувствовал свою силу и самоутверждался за счет рабыни, чего он не мог сделать рядом со своей женой. Нигер не обижалась на грубость Ибрагима и никогда не отбирала у него интим. Конечно, такой расклад событий Ибрагиму нравился. Он отдыхал с ней, набирался сил и шел к Хатидже. У Нигер было много возможностей уйти от ответственности, которую она лично на себя наложила. Женщина забеременела, и уже Ибрагиму не сильно нравилась такая вот проблемка. Нигер легко могла остаться с Насух Эфенди. Могла соврать, что это ребенок не Ибрагима, и у нее не было связи с Пашой. Она могла уехать, когда узнала о своей беременности. Ей предлагали и дом, и возможность уехать. Я, конечно, не хочу все тумаки сыпать на голову Калфы, Ибрагим не меньше виновен во всех проблемах, которые они создали для себя. Ну ладно, пришла к тебе Нигер в красивом белье, ну переспал ты с ней, зачем продолжать? А вы можете сказать, а вдруг это любовь? Нет, это далеко не любовь. Каждый преследовал свои цели и потребности. Если бы Ибрагим любил Нигер, то он не пришел к ней после свадьбы с Насух Эфенди. Паша не такой дурачок, он был хитрый и знал, к чему все это может привести. Но ему было все равно на судьбу его любимицы. Мне искренне жаль Нигер. Она искала женское счастье, а получила оплеуху от своего любимого. Женщина рискнула всем и все проиграла, закончив свою жизнь на краю обрыва.